Всем привет! Сегодня расклад без вариантов, и он называется «Что нужно отпустить, чтобы весна тебя не прибила, да не расплющила». Итак, в долгий ящик давайте не будем откладывать, сразу говорю. Приходите в проживание арканов, обязательно заходите в закрытые расклады и обязательно приходите в манифест и в магический чат. С вами меня давно уже нет, да, 2,5 месяца меня нет. И давайте начнем. Итак, карты читаем парно. Первый вопрос, что сейчас тащишь ты из прошлого, что нужно было, как говорится, давно выкинуть. По картам воспоминания о дружбе. Вот я тебе по-другому скажу. Ты воспоминания тащишь, вот как вы компанией гулялись, смеялись там, возможно, пиво пили, да, праздновали что-то. Вечера были, когда вот было весело и легко, когда подруги рядом были, когда казалось, что они вот навсегда. Но те люди ушли. Вот эта компания, она распалась. Кто-то уехал, да, кто-то поменялся, кто-то просто перестал звонить. И вы больше не собираетесь, как раньше, не сидите там на скамеечках за одним столом или вообще там, как говорится, в кафе не встречаетесь. И тебе это было больно, ты потеряла подруг. И ты вот эту потерю, как мешок с камнями, несешь. Самое обидное, что ты несешь же не живых людей, ты несешь фантомы. Те люди, которые... Они были тогда, но они уже не существуют, потому что все поменялись. Даже вот если встретитесь, то все будет вообще по-другому. Потому что все изменились, но и ты в том числе изменилась. Скучаешь по ощущению принадлежности, по вот этому чувству, что ты часть чего-то большего, да, что есть своя стая, так бы я сказал. Что тебя примут, порадуются, а сейчас тебе холодно. Стоишь одна и смотришь, как мимо люди счастливые проходят. Думаешь, а почему у меня-то нет подруг? У них есть, а у меня нет. Почему они вместе, а я вот одна? И вот эта рана, она не заживает, потому что ее ковыряешь. Каждый раз там, когда фотки старые листаешь, да, в телефоне какие-нибудь фотографии. Каждый раз вспоминаешь вот тот вечер, когда ты счастлива была. Вот так вот скажем, да? Были бы те времена здесь, сейчас. И ты сравниваешь прошлое с настоящим. Сейчас нет подруг. И ты несешь обиду на тех, кто вот отвалился. И они не сказали почему, не объяснили, просто вот взяли и растворились. И ты вот до сих пор не понимаешь, что не так пошло. А ничего не пошло не так. Люди расходятся, люди сходятся, это нормально. Больно, но нормально. Потому что, как сказать, людей тех не вернуть. Даже если, еще раз повторюсь, встретитесь, это уже будут другие люди. И вот твой вот этот тяжелый рюкзак, он набит призраками вот этих дружб. Понимаешь? Которых больше нет. Которые не вернутся, которые там прекрасно все было, но закончилось. Нужно выбросить это. Те люди были в твоей жизни, чтобы ты научилась радоваться вместе. Ты научилась, все, урок окончен, учителя, как говорится, могут идти домой. А новые люди придут, когда ты перестанешь оглядываться на старых. Понимаешь? Потому что у тебя жесткое сравнение с тем, но с тогда и сейчас. Понимаешь? Из-за чего внутри тебя все время напряжена, ты и боишься расслабиться. Потому что вцепилась в то, что имеешь. Прям вот зубами, ногтями, когтями, ногами, всем, чем можешь. Держишь и боишься отпустить.
Деньги, работу, отношения, статус, что угодно. Ты вот сжала кулаки и не разжимаешь. Потому что если разожмешь, все выпадет. Это тебе так кажется, понимаешь? Поэтому ты напряжена, ты живешь в режиме «ничего никому не отдам». Каждую секунду вот этой вот жизни так живешь. Караулишь свое, боишься, что отнимут. А новые подруги познакомиться не могут, потому что ты вот схватила свой мирок, где ты одна, и сидишь. А внутри сидит страх, что уже все отняли, что уже все потеряла, что закончился, а ты просто еще не знаешь. То есть ты держишься за мертвое, за то, что уже, как сказать, не работает. За то время, когда ты, как сказать, счастлива была. За людей, которые, ну, давно не твои. И не можешь признать, что конец уже случился, что уже все, что к чему ты вцепилась, оно больше, ну, не дышит. И самое, конечно, страшное напряжение, когда вот держишь, как говорится, труп дружбы, да, и вид делаешь, что он живой. Когда все вокруг видят, что все, что все, а ты не видишь. Ну или виду не подаешь и не признаешь. Боишься расслабиться, боишься правду увидеть. Что ты бедная, что ты там, ну, не деньгами бедная, а вот именно дружбой. Ты голодная. Не едой, а вот этой дружеской любовью. Понимаешь? И мерзнешь. Не от холода, а вот это, от этого одиночества. Пока ты напряжена, ты ничего не почувствуешь. Понимаешь? Твой зажим — это способ не видеть, не знать, не признавать, и у тебя в голове: если руки разожму, увижу, что там-то и нет ничего. А это никак, это невыносимо. Поэтому продолжай сжимать. Если прямо сейчас отпустишь это одно, что сразу станет легче и светлее. Но, знаешь, отпустить нужно желание все контролировать самой. Вот прямо сейчас. Потому что у тебя все есть, чтобы жить хорошо. Голова на месте, руки на месте, попа на месте, навыки есть. Дела делать ты умеешь, ты способна. Но ты пытаешься все одна делать, и это тебя просто убивает. Есть люди, которые рядом, которые помочь готовы вот прямо сейчас. Они руку протягивают, предлагают и время свое, и ресурсы, а ты не берешь. Потому что тогда будешь должна, ну это у тебя в голове, я имею в виду. Потому что тогда контроль потеряешь, потому что принимать помощь — это слабость, это ты так думаешь, повторяю. На деле помощь принимать — это мудрость, понимаешь? Понимать, что одной не вытянуть и позволить другим участвовать — это не слабость, это сила. Вот отпусти вот эту свою фантазию, иллюзию, что ты должна сама справиться. Что попросить стыдно — тоже эту иллюзию выкинь. Принять помощь унизительно — тоже это из головы выкинь. Ты же не обязана быть всем для себя. Ты не обязана тащить одна. Ты не обязана доказывать, что ты можешь без посторонней помощи. Это когда отпустишь, энергия пойдет. Понимаешь? Люди начнут давать. Ты начнешь принимать. Образуется обмен, и то, что ты даешь им, они что-то тебе дают. Так и работает там жизнь, дружба и так далее. А сейчас ты все пережала. Никто не может к тебе пробиться там со своей помощью, дружбой и так далее. Ты закрылась от щедрости вот этого мира, потому что ты боишься потерять независимость. Вот знаешь, независимость — это хорошо, но не тогда, когда она тебя душит. Не когда она вот превращается в эту изоляцию, не когда ты из-за нее, как говорится, голодаешь рядом с накрытым столом. Понимаешь? Придут люди, которые захотят тебе помочь в начале лета. Просто скажи вот «да» и все. Без условий, без вот это сначала я тебе, потом ты мне, просто без условий. Понимаешь? И это все освободит столько энергии, что ты удивишься. Думать будешь: где же она раньше-то была? Почему я так долго одна была?
Почему не позволяла себе там принимать там приглашения и так далее и тому подобное. Понимаешь? Нужно раскрыться. Ну, знаешь, когда я тебе говорю, нужно раскрыться, ты всегда это воспринимаешь как сказать, как опасность. Типа я раскроюсь, а мне туда нагадят. Но это не так. Это же не так.